Доброе утро, 4 августа, погода мерзкая, ну дождя хотя бы сейчас нету. Значит, по стиральной машинке вчера я погулял, пришел, уже она достирала, в общем, не засняла, как она отжимает. Ну, жена сказала, что все окей, не прыгала. Единственное, что заметила, она отжим 1400 на нашей был помощнее, чем здесь 1400. Вроде белье из Samsung было по суше. А так, в целом, говорит, нормально постирала. Замечаний по качеству у нее нет. Так что, слава богу, будем считать, что этот вопрос мы пока закрыли. Так, а я бегу сейчас на Убан. Это метро. Ну, или как его правильно назвать, что-то похоже. На нем буду ехать в Ганновер в гастроэнтерологию. Ну, вернее, там какая-то клиника, короче, гастроэнтерологов. Я там когда-то рассказывал в каком-то из видео, что там русскоязычная женщина-врач, и она мне, делая УЗИ, предложила сразу удалить желчный пузырь. Как бы без всяких «здрасте, до свидания». О, говорит, как много полипов, надо удалять. Давай я дам тебе направление. Короче, шокировало меня. Ну, а полипы эти оказались вроде как холестериновыми. Но это пока я так считаю, и чат GPT мой. Судя по моему липидообмену, нарушенному анализом и так далее, высока вероятность, что это холестериновые полипы. Поэтому я удалять не спешу. И сейчас я тоже иду к этому врачу, так как тогда она мне дала следующий термин. Но у этого же врача и младшая дочь моя наблюдалась. И ее термин, который был вот сегодня 4, а у дочки был на 12 число, отменили. Позвонили жене и сказали: этот врач у нас больше не работает, этот русскоязычный, вернее. Типа, будете переносить? Ну, она там куда-то перенесла на другого врача немецкого. Вот. А по поводу меня ничего не звонили. То есть там тоже был указан номер жены моей. Ну, я так думаю, сейчас либо этот врач еще дорабатывает, то есть уже 12-го ее, допустим, не будет, а сейчас она еще работает. И это наш визит состоится, значит, либо наша встреча, вернее, состоится. Либо же мне сейчас скажут, почему вас не предупредили, либо меня ждет другой немецкий врач, с которым, естественно, я не смогу поговорить. Жена со мной пойти не смогла, потому как у нее сейчас начинается там на учебе новый модуль, первый день, поэтому она никак пропустить не может. Ну и как-то буду сейчас справляться. Мне, в принципе, от этих врачей, гастроэнтерологов, уже ничего не нужно. То есть я туда ходил так, узнать, типа, вообще в целом, как у меня дела. Ну и с такими, как бы, приколами, что они мне там понаходили желчный пузырь на удаление, я больше и не хочу с ними общаться. Ну, вернее, даже не сам факт, что они нашли, а как они к этому отнеслись. Она, вернее, это врач, что типа, давай удалять. То есть не будем разбираться, что там за полипы, надо, не надо, короче, давай резать. А мне-то, на секундочку, совсем так мало лет. И как я буду жить еще хоть какое-то время без этого пузыря? Я и так, как бы, фигней всякой страдаю, то еще, блин, и выбирать диеты такие, которые нельзя. Ну, в общем, как-то так. Так, ну что, я так и чувствовал. Термин отменили мой, действительно. Сказали, что врач не работает. Я говорю, а как так, почему же вы не уведомили? А девочка мне говорит, мы вам отправляли письмо 15.07. Сообщали, так как номер ваш телефона типа не работал или что-то такое. Ну, говорю, ладно, окей, типа пойду подумаю, что делать дальше. Там, как дальше, типа, лечиться. Она, окей, до свидания. Я вышел, сейчас посмотрел у себя письма, спам проверил и все там за 15 число отмотал, посмотрел, и ничего нету. То есть не знаю, куда они отправляли. Может быть, еще у жены спросить, может, ей приходило, но мне точно ничего не приходило. Короче, такое. Жалко, только деньги зря прокатал на проезд. Ну ладно, поехал я домой. Так, я пока ездил в эту больничку, мне пришло сообщение о том, что результаты экзамена нашего по политике пришли. Вот они, блин, 32 пункта из 33. Как я тогда и думал, я вышел с экзамена и вспомнил сразу, что одну ошибку я уже допустил. Остальное, думаю, может быть и правильно. Ну, так и вышло. Блин, а хотел-то без ошибок сдать. Ну как, я-то хотел, но ничего для этого не делал. В последнее время я уже когда понял, что я, в принципе, все там знаю и по-любому сдаю, я как-то и подзабил на эти билеты, перестал решать. И на такой, блин, легком задании погорел. Что-то там про Бундестаг. Короче, обидно, досадно, но ладно.
Тем более, что мне эта штука и не пригодится, скорее всего. Эта политика нужна, если ты будешь на гражданство подавать. А мне гражданство немецкое не светит. Я на послеобеденной прогулке. И сейчас дома, пока кушал, посмотрел видео доктора Петрика какого-то. Подсунул в YouTube. Я видел раньше этого доктора, но вообще не знаю, о чем он. То есть традиционная у него медицина, там какая-то, может быть, альтернативная и так далее. Я ничего этого пока о нем не знаю. Единственное, что ролик был о холестерине, и так мне из контекста ролика показалось, что он все-таки адепт традиционной медицины. Вот. Но интересно другое, что я там провернул. Я взял текстовую версию этого видео. YouTube позволяет, если с ноутбука, допустим, смотреть, нажать там кнопочку «Текстовая версия», и показано с временными метками. Вот идет каждая строчка, там, допустим, первая минута, там такая-то фраза или предложение и так далее. Вот это все можно скопировать, засунуть в искусственный интеллект. В моем случае это был Grok. Он с большим объемом текста хорошо работает. Вот, я скопировал туда, попросил очистить от временных меток. Ну, в общем, в нормальный текст это преобразовать. Он все это сделал, а потом я его попросил критически проанализировать этот текст. То есть разбить на утверждения и каждое утверждение разобрать с точки зрения там стандартных медицинских подходов, общепринятых, говорит он правду или там додумывает, или интерпретирует не так. И в принципе Grok это сделал по этому ролику про холестерин. И там, допустим, я не помню точно, что-то там, может, 7-8 утверждений, и меньшая часть из них прям не придраться, но он все равно на каждый пункт писал. То есть утверждение верно, там минусы, плюсы. На каждый пункт, даже где было верно, он ставил все равно какое-то замечание, типа там можно было добавить что-то, чтобы типа вдруг не ввести людей в заблуждение и так далее. Ну и несколько утверждений он такими спорными назвал. Вот, либо однозначными, хотя они таковыми не являются, то есть Петрик их делает, ну и так далее и тому подобное. Но меня больше всего интересовало в этом гиперабсортеры, по-моему, так это называется. Это люди, которые по каким-то причинам, возможно, генетическим, активно абсорбируют холестерин в себя. В желудочно-кишечном тракте это происходит, я так понимаю. То есть кормишь обычного человека, допустим, тем же количеством холестерина, что и этого гиперабсортера, и он всасывает из этого количества там на сколько-то процентов больше, нежели обычный человек. И якобы вот таких гиперабсортеров существует в популяции человеческой там от 20 до 40, до 30, по-моему. Да, от 20 до 30 вроде процентов людей являются такими гиперабсортерами. То есть он может не злоупотреблять насыщенными жирами и всякой такой темой, и при этом из-за вот этих особенностей у него будет там высокий холестерин или что-нибудь подобное. Ну, вроде как так. Но меня интересовали эти исследования. Я говорю, на основании каких исследований вот там это все выявлены, эти люди, и вообще откуда они появились, эти гиперабсортеры в медицинской науке. Он говорит, ну, типа вот там с десяток, наверное, исследований написал по ранжиру, типа от первого основного типа и так далее. Ну, я его прошу, сделай мне на основе этих 3 исследований первых хотя бы, сделай мне критический разбор их. То есть назови мне выборку, назови мне частоту этих исследований, значит, еще там какие нюансы. Вот все как принято, короче, оценивать исследования, сделай тот же самый подход. Ну и он начал это все мне расписывать. Я читал там невнимательно, в основном только вывод его общий. Но меня поразило другое. Это выборка. То есть первые 3 исследования, которые утверждают, что существуют в принципе среди людей эти гиперабсорберы. В первом 21 человек, во втором 41
и 10 каких-то больных. 41 здоровый, 10 больных. И в третьем тоже что-то около 28 или что-то такое. Там чуть разные методы были. Кого-то кормили прям или вводили внутривенно. И перорально как-то вводили подсвеченный этот холестерин, чтобы его отслеживать. Ну, в общем, он про все эти методы расписывал, какое, типа, нормальное, там, этические, какое, там, научно, скажем так, больше признается и так далее. Но вот суть такая, что выборка это, ну, как на мой взгляд, ну, вообще ни о чем. То есть, если 30% из этих 21 человека, то есть 7 человек показали эту гиперабсорбцию. Что это может значить? Да все что угодно, то есть генетическую предрасположенность. Ну, это не я говорю, это он так сказал. То есть, говорит, жалко, что я не вижу в этом исследовании, типа, кто были эти люди, откуда происходили, их этническая принадлежность и так далее. Я говорю, ну, а хотя бы страну ты видишь? Он говорит, ну, судя по всему, это США, ну, типа, у меня там то ли нет доступа, то ли, в принципе, в исследовании не указано. Ну, должно быть, я думаю, это, скорее всего, у него там какие-то ограничения на полный доступ к этим исследованиям. И вот он говорит, что, скорее всего, это все США, но, типа, более конкретно я ничего не могу сказать. Ну, и получается, что да, интересная штука. То есть, есть основные исследования, на которых базируется вся эта вывод этот. На этом выводе там еще миллион всяких выводов, а выборка, блин, 100 человек совокупно. Ну, это я, конечно, так, за что купил, зато продал. Если там дальше поковыряться, посмотреть, может, какие-то другие исследования, которые там тянут за собой еще какие-то, и кажется, что там все тип-топ. Ну, теоретически так оно и есть. Вот, но сам факт поражает. То есть можно взять 20 человек, показать какие-то результаты на них, потом кто-то эти результаты подтвердит, косвенно или там 100%, ну и пошло-поехало. Теория выдвинута, вокруг этого строится все, начиная там от пищевых всяких рекомендаций и лекарственных и так далее и тому подобное. Короче, все это очень интересные вещи. Я прям сейчас с этим питанием, когда начал теснее соприкасаться, там что-то пытаться у себя изменить, смотрю, насколько это все с одной стороны интересно, с другой для моего мелкого мозга неподъемно. Даже при помощи там этих искусственных интеллектов мне надо так их просить разжевывать, чтобы я это догонял, я слишком туп для этого. Ну а с третьей стороны пугающе, потому что если как бы, ну, сейчас, да, имея такие инструменты, не каждый там средний человек может в этом разобраться, то что говорить о том, что каков соблазн манипуляции этим всем, каков соблазн выдавать желаемое за действительное, подтасовывать там эти все исследования и манипулировать ими, и зарабатывать на этом, лоббировать что-то и так далее и тому подобное. То есть все эти теории заговоров этих карниворцев там и адептов всяких палео, кето, всего-всего, которые говорят, что за этим всем стоят маркетологи, там, агропроизводители и прочее, типа, которые нас медленно убивают этими углеводами. Иной раз ты думаешь, блин, может быть и действительно. Ну, тут вопрос, конечно, они это сознательно делают или так оно получилось, но, тем не менее, что-то я склоняюсь в последнее время к тому, что так оно и есть. Ладно, ребята, это все фигня. До завтра.